Ну что, друзья и хейтеры, люблю вас всех. Сегодня у меня очередной... Надо помочь чуть-чуть, наверное, подвинуться. Сейчас придет. Очередной променад, Гранд Вояж и что-нибудь еще на каком-нибудь прекрасном языке. Значит, девчуля у меня сегодня. Как всегда, не могу отказать себе в удовольствии казаться для них более крутым, чем я есть на самом деле. Вот, просто поскольку, наверное, люблю прикалываться. Ну, вот как-то так. Тем более, что не понимаю, почему до сих пор не приходит в голову женщин мысль о том, что, ну, не у всех работает вот эта схема по вычленению у вселенной мужчины с вагоном зеленых $100 бумажек. Приходится иногда, точнее, ну, лучше даже, все-таки каким-то образом вместе совершать путешествие в финансовую гору, финансовая независимость. Все хотят сразу готового, желательно стройного, с прессом и просто красавчика, как Криштиану Роналду. Но он, к сожалению, один на всем белом свете. И очередь на него стоит, чувствую, прям до Марса. Ладно, что-то я много... А надо бы нам уже встретить нашу красавицу. Ждем! Ёпта. А вот и она, наша красавица. Привет! Привет, Женя? Да, конечно. Кто же еще-то? Кто может быть еще в этот прекрасный день? Привет. Наталья. Наталья, конечно же ты, Наталья. Что, кто-то там, наверное, сидит? Нет, никого нет. Да нет, я просто смотрю. Мы же первый раз встречаемся. Ну? А где цветы? Блин, почему я все время... Нет, я что-то Да. не поняла, вроде. Да. Чуть не понял, ты что, блядь? Я что-то не понял, блядь. Ты что, прикалываешься, что ли? Что? Итак, сегодня на обзоре у нас таксопарк такси Hype. А, собственно говоря, что тут обозревать? Уже то, что в нем работаю я, говорит само за себя. Есть, конечно, один недостаток. Угу. Куда потратить безумные деньги, которые я и ты сможешь заработать в нашем таксопарке такси Hype. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Мой косяк, согласен. Но ты знаешь, видимо, буду откровенный, хожу достаточно часто на свидания, вот, поскольку никак не могу найти себе вот подходящую пару. И, видимо, я поначалу как-то еще практиковал букеты, а сейчас настолько это все стало рутиной, что я уже отвык от этого романтизма. Но это моя вина, прости меня. Зай, любимая, позвони, я замучился, прошу тебя, Зай. Я тебе ничего не сделал плохого, Зай. Прости. Но все-таки это первое впечатление, которое вы производите. Рутина, не рутина, но ты же Вы это мужчины в целом? Ну, естественно. А то просто ты на меня, на вы. Ну, а как же? Что-то Слушай, а скажи, пожалуйста, ну так вот, да, мы так пришли уже, встретились, а хорошо бы уточнить просто сразу вот на берегу, и я, ну, не праздно интересуюсь, правда, действительно очень важно. Ты по какому поводу вот анкету размещаешь, вот что ты, кого ищешь? Ну, как, с кого? Мужчину, естественно. Нет, уже неплохо, я подхожу, уже классно. Так. Ну да. Так. Но, правда, уже минус 1 балл, ну ладно. А вообще все просто. Так. Ищу я обеспеченного себе мужчину. Я была замужем. Так. А парень был молодой, перспективный, зарабатывал. Куда делся? Да. Выставила. А что? Перспективы остались перспективами. Ну хорошо, да. Ни бабла. Нет, как, сначала все было, конечно, нормально. Рестораны, вечеринки.
Ездили отдых, путешествия. Да, 3-4 раза в год. Шмотки покупал, ухаживал за мной. Так, а куда все делось? Ты знаешь, я бы тоже хотела знать, куда все это делось. Я ему тоже задавала этот вопрос. Где? А он говорит, ну как, я же работаю. Я говорю, ну хорошо. И бабки где? Он не справился, так скажем, с нагрузкой, и ты его попросила. Ну да. Ну, ты представляешь, последний год, наш год, Так. всего 2 раза ездили в отпуск. Ну, вообще это просто... А 1 раз в Турцию, другой раз в Египет. Ну нахера ты напоил верблюда? Это какие-то тишманские направления. Ну. Вообще кошмар, я понял тебя. Я же, а так, и Маврикий был, и Сейшелы был, Так. и Бахрейн был. Ну, что только не было, понимаешь? Чего А только тут... не было. И опять он мне говорит, слушай, а давай, может быть, мы в Абхазию съездим? Я говорю, ты чё, какая Абхазия? Чурчхела, вино в пластиковых бутылках. Я понял, вопросов нет. Слушай, скажи, ну сразу, чтобы я тоже понимал примерно, какие запросы, ну в плане, у тебя же есть какая-то наверняка в голове какая-то цифра, сколько мужик должен вот, ну, зарабатывать, чтобы у тебя в семье все было более-менее нормально? Ну, нет, ну, безусловно. Не, так. Ну, есть цифра, да? Есть, ну, делись да. тогда, чего? Не ходи вокруг да около. Ну, минимум, наверное, 1050. А так вообще хорошо бы 100. 50 тысяч? Ну, да. Ну, это так, минимум. Нет, подожди, минимум 50 тысяч, 100. Ну, подожди, я что-то не понимаю. Ты хочешь сказать, что у нас в стране, в городе не нашлось мужчины... Подожди, у тебя что, мужик меньше зарабатывал, что ли? 50 тысяч рублей? Я не понимаю, что тут за зарплата? Это сейчас, по-моему, даже у всех есть она. Ты что, больной? Какие 50 тысяч рублей? 50 тысяч зеленых долларов. 50 тысяч долларов? Ну да. Что я с этими 50 тысяч рублями буду делать? 50 тысяч долларов. А ты понимаешь, сколько это в рублях вообще по курсу? Ну, а что? 5 миллионов. Ну и что? Это разве деньги? На них ни квартиру, ни машину не купить. Да шубу-то приличную и то не хватит. У тебя много знакомых получают? Ну, я на всякий случай уточню. Ты, может быть, ты... Да, все мои подруги. Так. Практически у всех мужики по 200, по 300 кусков получают. Долларов? Ну, не рублей же. Я на всякий случай интересуюсь. Блин. И мой тоже перспективу подавал. Слушай, ну... Но... Ага. Видимо, мне не повезло. Я тебя, может быть, расстрою сейчас, но у меня бизнес приносит 150-200 тысяч рублей. Чего? Рублей 150-200 тысяч. И ты хочешь сказать, что это бизнес? Нищеброд! А что это? Да, блин, это даже на 1 раз в магазин сходить не хватит. Какой же это бизнес-то? Мне интересно, в какие ты магазины ходишь. Ну да ладно, слушай, ну вот у меня вот такой бизнес, он приносит 150-200 тысяч рублей. Ну, и ты что, хочешь сказать, что на это можно жить? Ну, как я живу, а что нет? Ну тебя я понимаю, что ты на свидание без цветов приходишь. Ну хорошо, я 150-200, ты 150-200 будешь зарабатывать, и мы как-то сможем просуществовать. Не поняла, что я зарабатывать? Ну да. Что? Счастье мое. Что? А скажи, пожалуйста, так. А зачем, по твоему мнению, я ищу мужика? Так. Чтобы работать, что ли? То есть не будешь? Я работать? Да. Я вообще-то создана для того, чтобы заботиться о тебе, любимом. Ну, в данном случае я имею в виду не о тебе конкретно, а вообще о мужчине. Заботиться о мужчине, создавать ему радость, уют в доме. Так. И ты хочешь, чтобы я еще и работала при этом? Фу! Расходимся. То есть, ну, если у мужчины есть деньги, и он с тобой в паре, то у него есть, скажем, комфортные условия, да? Ну, да. Если денег нет, то комфортных условий... А как может быть комфортные условия вот без денег? Вот скажи, пожалуйста, вот как ты это представляешь? Ну, то есть 150-200 тысяч – это не деньги. Да, элементарная шуба 500 тысяч стоит. Самая простенькая.
Самое простенькое. Это в долларах или в рублях? Ну, я на всякий случай уточню, просто мне интересно. Ну, я же говорю, самое простенькое, поэтому в рублях. А, самое простенькое, поэтому в рублях. Я понял. То есть, 10 шуб, хотя бы на 10 шуб в месяц, чтобы зарабатывал, да? Ну, дело ж не только в шубах. Помимо шубы, нужно еще и кушать, и сапоги. А к шубе еще желательно какие-нибудь украшенницы подобрать. И вообще же, я же должна тебя радовать. Мне еще за собой ухаживать нужно. Да. В салон красоты ходить, понимаешь, Слушай, процедурки я понимаю, делать. а как же любовь, вот типа там романтика какая-то, типа вот. Нет, спасибо за подожди. честность, но на всякий случай, ну. Так, хорошо. Да. Давай по чесноку тогда, Давай, да? да. Ну, мне же не 18 лет. Да. Не 16, не 18. Не поверишь, даже не 20. Да. Уже, да? Нет, поверю, почему. Так, я поняла. Нет, ты продолжай, ладно, продолжай. Ну, Так. я в любовь уже наигралась. Были и влюбленности, и романтика, и гуляние под луной, и там поцелуи на берегу Невы. Да. Так все это хорошо в юности, по молодости. Так. Ну так, месяц-два. А дальше что? Что? Ничего. Ничего. Ни Маврикия, ни Сейшел, Ну, ни конечно, Бахрейна. и все эти ваши «давай погуляем под луной» только от нищебродства вашего, отсутствия денег. Ну, раз погуляли под луной, два погуляли, а дальше? А дальше, видимо... Я вообще-то, конечно, как бы хочу и пообедать в приличном ресторане, я и поужинать. Слушай, а Ты знаешь, не поверишь, даже в Мариинку хочу сходить. Да, а билеты дорогие там. По 10, 15, 20, 25, 30 тысяч. Ну, это так, в портере. Я там хочу выложить. Это там нищеброды сидят. Да, да. Я все-таки девушка культурная, я хочу в приличные места ходить. Я понимаю, прекрасно понимаю. Слушай, а скажи, пожалуйста, на всякий случай, я, может, учить тебя не хочу, но все-таки, может быть, имеет смысл планочку чуть-чуть понизить? Ну, в цифрах, вот, 50 тысяч долларов, мне кажется, что это такой too much. Может, чуть понизить планочку тебе? Ага, и совсем свалиться в канаву, да, нищеты? Нет уж, спасибо тебе. Я вообще не понимаю, вы, мужики, о чем думаете? Вы мужчины. Это означает, что вы мужественные. Правильно? Да. Значит, вы должны для нас, для таких любимых и красивых, все делать. Правильно? За нами ухаживать, за нас заботиться. Я согласен. Скажи, пожалуйста, а ты, может быть, как не скромно я задам, а ты давно вот, ищешь мужчину по свиданиям, там, ходишь как-то? Ну, я сначала развелась. Так. Потом отдохнула. Ну, вот последние, месяца 3, наверное, так. я ищу. Активно. До этого так. я так. Пассивно. Пассивно, да, так. отдыхала. Ну, вот сейчас ищу. Так. Блин, вот только в этом месяце. Сколько у меня уже было? Свиданий 6, наверное, это точно я сходила, да? То есть я читаю. Вроде... Я не понимаю, вы что, врете? Вам сложно сразу в анкете правду написать? Ну, так мы же не можем цифры писать. Я не понимаю, что нужно написать? Так и напиши. Бизнес такой, зарабатываю как нищеброд, я понимаю, не 50 тысяч долларов. Да. Так я говорю, может быть, тогда, если у тебя уже есть статистика определенная, ты уже понимаешь, что, может быть, если ты не можешь найти, может, тебе понизить планочку с этих 50 тысяч? Не. И что? И чтоб потом одной гречкой питаться? Нет, спасибо. Но ты меня натолкнул на хорошую мысль. Все-таки понизить? Нет, так. Повысить. Повысить? Ну, побойся Бога. Мне кажется, что это как раз противоречит логике. Если ты не можешь найти здесь мужчину с 50 тысячами долларов дохода. Наоборот, ты не понимаешь логики. Ну, хорошо, давай. Если я ищу мужчину с зарплатой 100 тысяч долларов, да. Значит, мне нужно посылать делать запрос на 200 тысяч. Так. Тогда на 100 тысяч я точно найду. А где ты собралась слушай, этим заняться? У меня вопрос. Ну, ты знаешь, я думаю, что я посмотрю, наверное, за все-таки пределы России что-нибудь. Эмираты, да. Саудовская Аравия, тот же Бахрейн. Да.
Ну, там... просто в Монако-то сейчас не поехать, сам понимаешь. А вот туда, на востоке, Так. я думаю, можно. Точно. Вот знаешь, от тебя только одна польза. Какая? Ты заставил меня немножко подумать и пересмотреть, произвести переоценку. Так что хоть какая-то польза от тебя. Ну ладно, Женек, давай, не буду больше на тебя тратить время. Спасибо за хорошую мысль. Пойду-ка я Или полечу, подальше. да? Типа... Да, надо, пожалуй, чемодан запаковать. Да, ну удачи. Счастливо. Тебе. Пока-пока. Пока. Я вот тоже ищу этого мужчину с доходом в 100 тысяч долларов. И тоже хожу на свидание. Ладно, не хожу. Ну, ходил бы, если бы... Да нет, конечно, нет. Но... Ну, где? Бля, напишите мне вот кто-нибудь в комментарии. У нас есть вообще... У меня есть подписчики, зарабатывающие от 50 тысяч долларов. Внимание! И давайте откровенными быть. Что если бы вы зарабатывали 50 тысяч долларов, а по нынешнему курсу это почти 5 мультов, ну, во-первых, одинокие мужчины с таким доходом, напишите, вы бы искали бы себе постоянного партнера-жену, которая бы села вам на шейку и ебала вам голову, почему мы едем в Абхазию, а не, сука, на Мадагаскар. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если бы вы были женаты на такой стерве и зарабатывать вдруг стали 5 миллионов рублей в месяц, в каком чемодане вы бы отослали ее к родственникам в Саратов? В кожаном или в пластиковом? Шутка, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля взрослой женщины с, видимо, испортившимися или потерявшим срок годности мозгами. Я не знаю, ну, я вот, видимо, все-таки вот эти все курсы мотивационные, типа, как вот у Блиновской с этими желаниями, шариками, видимо, они, конечно, эти шарики сначала запускаются в голове, в животе, видимо, где-то еще, меняют полностью... Ну, то есть, это же все, типа, направлено на то, чтобы изменить сознание, да? Но они меняют сознание не в то русло, мне кажется, да? И всякие жабки начинают верить в себя, как в фильме «Я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины без ума от меня». Я видел этих самоуверенных, огромного размера, взрослых женщин, которые просто, у них не завышенная самооценка, я бы слова не мог подобрать, вот просто не завышенная самооценка. Я понимаю, что себя любить надо, но иногда нужно просто, трезво смотреть на вещи, да? И как в Comedy Club тогда, помните, Витя Альварес, да? Собачка с собачкой, бизоны с бизоном, бобрихи с бобрами, а Витя Гонзалес с Еленой Моралес, не помню, как там было. Ну, в общем, надо же понимать, так скажем, who is who. Поскольку история про Золушку, конечно, она всех радует, но это больше сказка, чем правдивая история. Тяжеляк. С каждым разом тяжеляк. А почему? Я думаю, увидите. Контингент хереет, а запросы улетают в космос. Да. Ну, напишите, как у вас с доходом? Полташку-то зарабатываете или нищеброды, как и я? 50 тысяч долларов-то маете? Или, как и я, с хлеба на воду Что ж такое-то? Еще цветы ей подари, да? Не, ну с цветами, возможно, это варик, конечно. Я вот зря без цветов все время нарисовываюсь. Но, с другой стороны, столько свиданий, на цветах реально разоришься. Мне двушки не хватит и на букеты каждый раз.
А что бы им, с чем, вот напишите еще, пожалуйста, с чем можно было бы приходить на первое свидание, кроме цветов, бюджетненькое? Может быть, что-то сделанное своими руками, из пластилина. Что-нибудь, может, какой-то гербарий из сушеных листьев клена. Что можно бюджетненькое, не знаю. Напишите, очень интересно. Может, сосиску в тесте, бля, у кого она недорого, у нас в Питере рублей 50, наверное, стоит. Пишите, друзья мои, вот эту прекрасную царицу на оценку. Если у кого-то есть вакантное место и зарплата в полташку долларов, пишите, оставлю телефон, можете, наконец-то стать полноценным мужчиной, а не как сейчас, просто лохом с 50 тысячами долларов. Пишите. Ну а для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, есть крутой подарок, благодаря которому каждый из вас заработает себе на 15-й iPhone буквально за неделю. Нажимай прямо вот сюда и смотри это видео. Там узнаешь о программе, с помощью которой можно взломать Lucky Jet и заработать десятки тысяч рублей. Нажимай прямо сейчас вот сюда и не упускай уникальную возможность. Всем спасибо, всем пока.